Сейчас я покажу, какие проблемы могут возникнуть при перепаковке ячеек вот, на аккумуляторе от роботов-пылесосов. Потому что после перепаковки БМС перестала работать, аккумулятор не работает. Первая проблема – это управляемый предохранитель. Вот он стоял вот здесь. У него 3 ножки. Получается 2 ноги. Сейчас я покажу. Ну, вот так, наверное. С этой и с этой стороны 2 ноги, они между собой замкнуты. И 3-я ножка спереди, вот она свободная осталась. Я его убрал. В общем, при перепаковке, в случае каких-то проблем, БМС отправляет сигнал на предохранитель. Там есть нагреватель встроенный. Он нагревается и разрушается, размыкая вот эти 2 контакта. Поэтому БМС перестает работать. Сюда напряжение уже не выходит. Вернее, оно выходит, оно там через какую-то сигнальную линию выходит. И напряжение отличается. Вот, например, померяем напряжение. Так, подожди. Вот 15 и 14 вольта. Это на самых клеммах аккумулятора. А на выходе будет где-то 14,8, меньше 14,7. Где-то полвольта съедается. Если у вас вот такая ситуация, что напряжение на вот этих вот контактах черный и красный, можем померить. Вот я сейчас поставил перемычку. Она совпадает. Вот 15 и 16. И вот здесь. Напряжение совпадает. Если предохранитель сгорел, то напряжение будет разным. Ну и это будет напряжение, оно тут сигнальное просто, оно не мощное. То есть пылесос от него не включится. Это первая проблема. Я поставил перемычку для экспериментов, так делать нельзя. То есть пока я поставил, оно работает, но оставлять так нельзя, потому что в случае проблем с аккумулятором защита не сработает, может возникнуть короткое замыкание. Поэтому вот эту перемычку я потом уберу, и когда придет уже этот предохранитель, я его сюда впаяю. Так оставлять нельзя. Дальше ошибка 14. Вот я так читал по форумам, где искал. У меня возникла после ремонта ошибка 14. То есть это датчик температуры, который либо там превышено значение, либо занижено значение. Пылесос не включается. Вот здесь напряжение есть. То есть БМС работает, напряжение выдает, все нормально. Но пылесос выдает ошибку 14, не работает. Как проверить? Обычно люди писали, что плохой контакт вот здесь, но вот у меня, например, здесь был хороший контакт, все работало, контакт этот, но ошибка 14 возникала и не получалось ее исправить. Сейчас я покажу, как можно исправить, если у вас дело не в вот этих вот контактах. В общем, здесь стоит датчик температуры. Я его даже не искал, потому что там ковыряться, вот не искал его. Смотрите, датчик температуры, он между черным и белым проводом стоит. То есть пылесос меряет температуру с помощью вот этих 2 проводов. Там терморезистор. И мы ставим вот на сопротивление 10 килоом датчик в БМС стоит. Вот у меня такая проблема. Между черным и белым проводом я меряю, а у меня разрыв цепи. Датчик не видит. С ним что-то случилось, не знаю, что с ним случилось. Ну вот у меня разрыв цепи, сигнала нет, поэтому пылесос выдает ошибку. Также я вот здесь вот зачистил, так же само смотрю. Черный провод, белый провод. Разрыв цепи. Что делать? Я взял вот датчик на 10 килоом. Это я выпаял с другой БМС, со старой у меня. Вот такой маленький датчик. У него просто маленькие были ножки, и я к нему добавил вот 2 проводка. И тут заизолировал на термоклей все это. Вот 2 контакта. Меряем. Там в зависимости от температуры будет где-то 10-12 килоом.
Ну, 14, ну, нагрел в руках. Выросло 14 килоом. И чтобы обойти вот эту ошибку, нам нужно припаять вот этот провод, ну вот эти проводки два, к черному и к белому проводу. Там полярность без разницы, оно просто сопротивление меряет. Можно просто на 10 килоом поставить сопротивление, резистор между этими двумя, обойдем защиту. Но датчик я ставлю, так как я его просто здесь внутри оставлю, он будет работать, мерять температуру. И в случае перегрева аккумулятора, то робот-пылесос остановится. Просто я его впаиваю вот сюда. Вот у меня белый контакт. И вот у меня черный контакт. И теперь должно заработать. То есть пылесос включится. Можно его куда-то здесь уложить вот так, чтобы он выполнял свою функцию, как и родной датчик, который вышел из строя. Вот давайте сейчас замеряем сопротивление между черным и белым проводами. (15,6 килоом). И теперь ставим пылесос и проверим. Вставляем разъем. Переворачиваем. Вот идет зарядка. Так, и включаем. Starting the cleanup. Paused. Так, ошибка 14 пропала. Ну, теперь я сейчас это все аккуратно соберу. И можно будет пользоваться.